Мы находимся в городе Калинковичи, Гомельская область, Беларусь. И здесь у нас имеется один перекресток с кольцевым движением, на котором установился аномальный, ненормальный порядок проезда этого кольцевого движения. Сейчас мы к нему подойдем. Это знак, который обозначает этот перекресток. Тут мы видим знак, который говорит, что главная дорога заканчивается. Так. Знак движения по полосам. Ну и дальше мы видим, что у нас есть знак «Уступи дорогу» в сочетании со знаком «Кольцевое движение». Вроде бы это должно значить, что машины, въезжающие на кольцо, должны уступить тем, кто по кольцу движутся. Какой на самом деле порядок движения тут установился, мы сейчас попробуем снять. Смотрите, желтая машина остановилась, пропустила синюю и серую. А они взяли и проехали. Хотя наоборот должны были синяя и серая машина уступить дорогу желтой. Заторчик начал образовываться на кольце, хотя кольцо должно наоборот заторы развязывать. Так этот перекресток выглядит для тех водителей, которые приближаются к нему со стороны Бреста. Здесь мы видим только знаки, которые указывают, как найти пост госавтоинспекции, и как-то никаких знаков, которые бы определяли приоритет проезда, главная дорога или уступить дорогу, здесь нет. Но только круглый знак с синим фоном, который предписывает направление движения. Так выглядит подъезд к этому перекрестку для водителей, которые подъезжают к нему со стороны Гомеля. Мы видим знак о том, что здесь главная дорога, и предписывающий знак прямо и направо. Вроде бы водители, которые едут с этой стороны, должны считать, что они движутся по главной дороге. Теперь мы снимаем подъезд к этому загадочному Калинковичскому кольцу со стороны города Мозыря. Вот мы видим, что здесь у нас тоже стоит знак «Уступи дорогу» в сочетании со знаком «Круговое движение». Это на отдельной стойке. Светофор у нас находится на другой стойке. Такое сочетание знаков должно говорить водителям о том, что они должны уступить дорогу тем, кто движется по кольцу. Как на самом деле и здесь происходит. Смотрим. Опять тот, кто едет по кольцу, вынужден остановиться и пропускать тех, кто на него въезжает.
этот перекресток жалуются водители из разных регионов. Казалось бы, уже по всей стране установилось правило: на кольце главная дорога. Все, кто подъезжают к кольцу, уступают тем, кто уже по нему едут. Только в Калинковичах до сих пор все наоборот. Водители в Калинковичах аргументируют: так светофор же отменяет знаки. По ним нужно ехать только когда светофор выключен. И поэтому они мчатся на зеленый сигнал своего светофора, не уступая никому. Но на самом деле, давайте посмотрим, что говорится в правилах. Пункт 102. При желтом мигающем сигнале светофора, неработающих светофорах, отсутствии регулировщика, перекресток является нерегулируемым. И водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и дорожными знаками приоритета. Так, значит, все-таки не сразу по правилу «уступи помехе справа». Знаки приоритета имеют значение. Светофоры считаются неработающими, если отсутствуют сигналы одновременно во всех светофорах данного направления, либо сигналы противоречат друг другу. Вот на противоречии сигналов остановимся подробнее. В простом случае противоречие сигналов, когда для нашего направления установлено несколько светофоров, основной и дублирующий. И мы, допустим, так стояли, смотрели на них и заметили, что на них сигналы не одинаковы. Более сложный случай – противоречие в работе светофоров для разных направлений. Когда мы приближаемся к перекрестку, мы обычно видим только светофоры для нашего направления. Какие сигналы подаются другим направлениям, мы видим не всегда. Мы просто знаем, что светофор должен в каждый момент времени разрешать проезд по не пересекающимся траекториям. В идеале полностью непротиворечивая работа светофоров на перекрестке должна выглядеть, например, как в этом фрагменте. Но чаще всего светофоры работают вот так. При этом для поворачивающих налево зеленый сигнал светофора оказывается противоречивым. И поворачивать налево приходится как на нерегулируемом перекрестке по правилу 103 для этого противоречивого случая, которое, в общем-то, дублирует правило 111. Но когда мы видим, что при разрешающем сигнале для нас нам на перерез едут какие-то машины с других направлений, то это явный признак того, что со светофорами здесь что-то не в порядке. И нужно действовать как на нерегулируемом перекрестке. Конечно, если мы успели это заметить, прежде чем с кем-то столкнемся. Здесь я сделал комбинированную съемку, для того, чтобы показать, как такая неисправность светофора может выглядеть на обычном перекрестке. Вернемся теперь к нашему кольцу в Калинковиче. Что мы видим? Хотя нам был дан разрешающий сигнал, но все равно нам на перерез едут машины по кольцевому участку, которые тоже получили разрешающий сигнал. Тут мы должны бы как-то понять, что разрешающий сигнал на этом светофоре противоречив, и нужно вспомнить о тех знаках перед перекрестком. Если разобраться точнее, то вот эти светофоры регулируют движение только по вот этим участкам. А вот эти светофоры вообще регулируют только движение по пешеходным переходам, а движение по вот этим участкам уже оказывается нерегулируемым и неравнозначным, потому что там были знаки приоритета до светофора. Ну а вообще, почему все-таки преимущество должны иметь те, кто движутся по кольцу? На это есть очень простая причина. Для того, чтобы на перекрестках не образовывались заторы, машинам должно быть трудновато на него въехать, но легко его покинуть. В Европе, к примеру, существует негласное правило: не въезжай на перекресток, если не уверен, что сможешь с него выехать. Как один из вариантов такого правила, стой даже на зеленый, если видишь, что на той стороне скопилось столько машин, что для тебя уже нет места. В наших правилах есть приблизительно такой же пункт 101, но в нем говорится о уже образовавшемся заторе. А в Европе считают, что на перекрестке вообще задерживаться нельзя, даже если затора еще нет. Когда на кольце действует правило помехи справа, тогда, легко въехав на перекресток, машины вынуждены на нем задерживаться, уступая дорогу новым въезжающим. Таким образом,
Перекресток быстро заполняется машинами, но освобождается как-то с трудом. Образуется пробка, даже при небольших потоках. Давайте посмотрим и сравним два варианта. В обоих примерах показывается одинаковый случай, когда все машины намерены проехать кольцевой перекресток как бы напрямую, то есть выехать во второй выезд. В этом эпизоде на кольце действует правило «уступи помехе справа». За 1 минуту 39 секунд на перекресток въезжают 53 машины, выезжают 19, 34 застревают в пробке. Вот, машины уже скопились на кольце, но затор пока еще не образовался. Кстати, обратите внимание при замедленном просмотре, что некоторые машины смогли вырваться из этого кольца именно потому, что иногда кое-кто нарушал правила, отказываясь уступить въезжающим справа от них. А теперь все, ловушка захлопнулась. А теперь посмотрим, как действует правило «главная дорога на кольце». Въезжающие на кольцо должны уступить дорогу тем, кто по нему уже едут. Зато уж въехав на кольцо, быстро едут к своему выезду и освобождают перекресток. Всегда находятся машины, покидающие кольцо, и тем самым дают окно для тех, кому нужно въехать. Главное, чтобы при выезде с кольца водители подавали предупреждающий сигнал о повороте направо, который покажет ожидающему: «Эй, для тебя есть окно, можешь въезжать». Согласитесь, когда машины задерживаются до перекрестка, это не так страшно, чем когда они задерживаются на нем. В этом примере за 1 минуту 29 секунд перекресток проезжают 76 машин. Причем за это время все благополучно с него выезжают и едут дальше в своих направлениях. Таким образом, перекресток с кольцевым движением может без всяких светофоров и затрат энергии регулировать проезд транспорта даже при довольно больших потоках через него. Но могут возразить: в Калинковичах не было пробок на этом перекрестке. Зачем там правило «главная дорога на кольце»? Да хотя бы просто для упрощения жизни водителям. Многие едут издалека, дорога утомляет, погодные условия мешают. Многие проезжают здесь редко. Им легче ориентироваться, когда правила одинаковые по возможности везде. Или, скажем, если этот светофор вдруг выключится, то вряд ли местные водители смогут быстро перестроиться на тот порядок движения, который определен знаками. Кто-то перестроится, а кто-то будет по старой привычке гнать, думая, что все ему должны уступить. Не нужно лишний раз утомлять внимание водителей разбирательством каждого нового варианта, подвергая себя и других лишнему риску допустить ошибку. И там, где бывают пробки, и там, где их давно не было. Да и вообще, зачем нужны два разных варианта движения через кольцо, если вариант по помехе справа вообще ни в каком случае не приносит никакой пользы по сравнению с вариантом главной дороги на кольце? Многие водители к тому же едут вообще из других стран, где уже давно на всех кольцевых перекрестках, больших или маленьких, действует правило «уступи тому, кто на кольце». По новым правилам в Российской Федерации, к примеру, уже даже и не устанавливают знак «уступи дорогу»
в сочетании со знаком «Круговое движение». Там всегда, без всяких разночтений, этот знак сам по себе уже подразумевает, что на кольце обязательно будет главная дорога. Представляете изумление водителей из России? Уже проехал несколько тысяч километров, десятки этих круговых движений, и тут Калинкович с таким необычным кольцом. Хорошо, если все отделаются только испугом. Кроме того, в других странах работающий светофор отменяет только те дорожные знаки, которые прикреплены на одной с ним опоре. В нашем случае это только знак «Пешеходный переход». Знаки, установленные на других опорах, продолжают действовать после зеленого сигнала. Иностранные водители, проезжая здесь, будут иметь их в виду и руководствоваться ими. Я надеюсь, что, посмотрев это видео, водители города Калинковичи изменят свои представления и привычки в отношении этого перекрестка и кругового движения. Надеюсь, это изменение произойдет без многочисленных штрафов и аварий. А пока в Калинковичах думают, желаю всем водителям из других регионов и других стран по возможности объезжайте стороной этот город Калинковичи Гомельской области.